День независимости США. Трамп начал отмечать торжественным пролетом над горой Рашмор и длинной речью, в которой пообещал победить не Иран, а коммунизм. Иран продолжает прощаться с аятоллой Али Хаменеи. Сотни тысяч людей пришли на церемонию в Тегеране. Джордж Буш-младший готовится к 80-летнему юбилею. Он на 3 недели младше Трампа, но уже давно отошел от политики. Новый прилет беспилотников по нефтехранилищам в Ленинградской области. Очереди за бензином в России все длиннее. Чья Константиновка? Герасимов отчитался о захвате города. Зеленский назвал это ложью. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент США Дональд Трамп накануне Дня независимости побывал в Южной Дакоте в национальном мемориальном парке гора Рашмор. На ней выбиты изображения 4 величайших президентов страны. Прибытие Трампа стало частью праздничного шоу. Вот так новый борт номер 1, подаренный Трампу Катаром, заходил на посадку на фоне одного из символов США. Это уже второй полет президента на подаренном Катаром самолете Boeing 747, который временно используется в качестве нового Air Force One. Поездка стала прологом к главным торжествам 4 июля в Вашингтоне. Трамп выступил у мемориала на горе Рашмор, превратив праздничную церемонию в политическое обращение. Президент США заявил, что спустя 250 лет после основания страны Америка вновь столкнулась с коммунистической угрозой. По его словам, опасность исходит не только от прогрессивных демократов, но и от части новых иммигрантов, которые, как выразился Трамп, несут идеи, полностью противоположные американскому образу жизни. Трамп пообещал быстро победить коммунизм и заявил, что сторонники подобных взглядов должны покинуть страну. Сегодня вечером, на пороге нашего 25-го года, мы стоим у подножия памятника этим героям, поистине выдающейся группе невероятных людей. И мы вновь посвящаем себя тому, чтобы быть страной столь же великой, смелой, благородной и могущественной, как эти американские гиганты. Сделать это непросто, но мы это сделаем. Эти люди могли появиться только в Соединенных Штатах Америки. Однако, по мере того, как мы приближаемся к этой великой годовщине, мы видим, что американская идентичность вновь подвергается нападкам. Спустя поколение после того, как мы сражались и победили в холодной войне против угрозы коммунизма, сегодня в нашей стране вновь происходит возрождение коммунистической угрозы, в том числе со стороны тех, кто недавно прибыл в нашу страну и разделяет идеи, полностью противоречащие нашему образу жизни и нашему великому успеху. Это не просто политические разногласия, такие как споры о налогах или регулировании. Коммунизм — смертельная угроза американской свободе. Коммунизм — полная противоположность жизни, свободе и стремлению к счастью. Это смерть, тирания и стремление ко злу. Безбожная коммунистическая мораль утверждает, что ради достижения бесчеловечных целей оправдано все, и пытается представить это как благо. Но они не хотят добра. Они не любят Бога и не хотят Бога. Они не любят религию и не хотят религии, и не допустят ее существования. Но мы не позволим им победить. У них нет никаких шансов против нас. Поэтому накануне 250-летия американского наследия мы принимаем решение и клянемся, чтобы это услышали все. Граждане Соединенных Штатов Америки быстро одержат победу над коммунизмом. Не позволяйте им отнимать слишком много вашего времени. Вы ведь знаете, что они тратят ваше время впустую, не так ли? Но мы не позволим им слишком долго играть в свои игры и отнимать наше время. Мы быстро отправим их в изгнание и продолжим строить нашу страну еще больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде. Америка никогда не станет коммунистической страной. Мы можем проиграть промежуточные выборы только в том случае, если сами позволим себе их проиграть, если будем глупыми, недальновидными и неразумными. Но если мы отменим процедуру филибастера, как и должны сделать, и немедленно проголосуем за закон «Спасем Америку» Safe America Act, тогда мы не проиграем ни одни выборы. Для меня большая честь быть вашим президентом. Большое вам спасибо. И с Днем независимости всех вас. Да благословит вас всех Бог. Да благословит вас всех Бог. Спасибо. После этой речи празднование 250-летия независимости США официально стартовало у одного из самых известных национальных символов страны – мемориала Маунт Рашмор в Южной Дакоте. Именно здесь проходит одно из главных мероприятий программы Freedom 250. Впервые за много лет над мемориалом вновь устроили праздничный фейерверк. Для гостей также подготовили выступления военных оркестров, авиашоу
исторические реконструкции и церемонии чествования американских военнослужащих. Посетить мероприятие смогли только обладатели билетов, распределенных с помощью лотереи, а вокруг мемориала были введены усиленные меры безопасности и временные ограничения движения. В небе над американским штатом Огайо появился гигантский рисунок с надписью USA 250 в контуре территории Соединенных Штатов. Таким необычным способом пилот поздравил страну с предстоящим 250-летием независимости. По данным сервиса Flightradar 24, одномоторный самолет Cessna 182 вылетел утром из аэропорта округа Гурон и более 6 часов прокладывал маршрут, который в итоге сложился в праздничную надпись. В Иране началась неделя прощания с Али Хаминеи, который возглавлял страну в течение 37 лет. Тысячи людей собрались в большой Масале имама Хомейни в Тегеране, где выставлен гроб верховного лидера, погибшего в феврале во время вооруженного конфликта между Ираном, США и Израилем. Церемония открылась исполнением государственного гимна, чтением Корана и религиозными песнопениями. Гроб, накрытый государственным флагом Ирана и черной чалмой, символизирующей происхождение Хаминеи от пророка Мухаммеда, установлен на черной платформе, выполненной в форме Каабы. Рядом находятся гробы членов его семьи, погибших вместе с ним. Из-за сильной жары на территории комплекса работают системы охлаждения для участников церемонии. По официальной программе прощание в Тегеране продлится до 5 июля, затем траурные процессии пройдут в Куме, после чего церемония продолжится в иракских шиитских святынях, Наджафе и Кербеле. Завершатся похороны 9 июля в Мешхеде, где Хаминеи будет похоронен рядом с мавзолеем имама Резы, одной из главных святынь шиитского ислама. Государственные СМИ Ирана называют Хаминеи мучеником-лидером и сообщают, что в церемониях примут участие миллионы человек. У меня странное чувство. Когда умер мой отец, я не плакал так сильно, как плакал после мученической гибели верховного лидера. Мы пришли сюда проститься с ним, но мы обязательно отомстим за его кровь. Все, кто сегодня здесь, пришли, чтобы отомстить за кровь своего верховного лидера. Как говорил наш лидер, у нас кровная вражда с Соединенными Штатами. Наши отношения с Соединенными Штатами никогда не будут хорошими. Все расстроены. Мы все скорбим из-за утраты нашего верховного лидера и всеми силами стремимся отомстить за кровь нашего верховного лидера. Послушайте, я вам вот что скажу. Соединенные Штаты — сверхдержава. Они хотят от нас определенных вещей. Я считаю, что кое в чем мы должны уступить. Давайте поставим себя на место Соединенных Штатов. Они чего-то хотят. И мы должны кое в чем уступить, иначе они будут взрывать наших руководителей прямо в воздухе. Мы должны думать не только о себе, но и о наших руководителях. Мы испытали очень тяжелые чувства, потому что потеряли его. Он был для нас как отец. После него такое ощущение, будто мы потеряли самого дорогого человека. Масштаба был ближе к лидеру, чем кто-либо другой. И если будет на то воля Аллаха, решения, которые он будет принимать, будут такими же, как решения лидера. Мы продолжаем его путь стойкости и сопротивления странам, которые навязывают свою волю, особенно Соединенным Штатам и оккупационному сионистскому режиму. И мы будем сопротивляться. Наш народ движется к прогрессу. Если будет на то воля Аллаха, как говорил наш павший мученической смертью лидер, мы скоро достигнем вершины. Если будет на то воля Аллаха, мы как можно скорее достигнем идеалов нашей революции и тех целей, которые определил для нас наш дорогой лидер. Похороны Али Хаминеи – крупнейшее государственное мероприятие со времени похорон Рухолы Хомейни в 1989 году. В Тегеране усилены меры безопасности, увеличено присутствие полиции и корпуса стражей исламской революции, а над рядом городов действуют временные ограничения воздушного пространства. По информации иранских СМИ, в церемониях участвуют делегации более чем из 30 стран. Китай направил специального представителя председателя КНР Си Цзиньпина, Индия – заместителя министра иностранных дел. Также ожидаются представители ряда государств и организаций Ближнего Востока. Американские СМИ отмечают, что церемонии проходят на фоне сохраняющейся напряженности в регионе. Несмотря на продолжающиеся непрямые контакты между Ираном и США при посредничестве Катара, Тегеран и Вашингтон пока не достигли окончательных договоренностей по ключевым вопросам безопасности, санкций и судоходства в Ормузском проливе. Иранские власти заявляют, что в дни траурных мероприятий принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности. Для нынешнего руководства страны эти похороны имеют не только религиозное, но и государственное значение. Власти стремятся продемонстрировать преемственность политической системы, поддержку со стороны населения и союзников, а также подчеркнуть стабильность страны после одного из самых сложных периодов в современной истории Ирана. 80-летний юбилей готовится отпраздновать 43-й президент США Джордж Буш-младший. Он всего на 3 недели младше Дональда Трампа. Буш – один из самых противоречивых американских лидеров 21 века, чье президентство определили теракты 11 сентября, 2 войны на Ближнем Востоке и мировой финансовый кризис. Джордж Буш родился 6 июля 1946 года в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, в одной из самых известных политических семей Америки.
Старший сын будущего президента Джорджа Буша-старшего, он вырос между восточным побережьем и Техасом, сформировав сильную привязанность к техасской культуре, которая впоследствии определила его политический образ. После окончания Академии Филлипса и получения степени по истории в Ельском университете Буш служил пилотом в Национальной гвардии ВВС Техаса во время войны во Вьетнаме, а затем получил степень магистра делового администрирования в Гарвардской школе бизнеса, единственный президент США, имевший такую степень. До прихода в политику занимался нефтяным бизнесом и был совладельцем бейсбольного клуба Texas Rangers. В 1994 году Буш был избран губернатором Техаса, а спустя 6 лет выиграл одну из самых спорных президентских кампаний в истории США. Исход выборов 2000 года против Альберта Гора решила Флорида, где после пересчетов голосов Верховный суд США остановил дальнейший подсчет, фактически обеспечив Бушу победу, несмотря на поражение по общенациональному числу голосов. Главным событием его президентства стали теракты 11 сентября 2001 года. Сегодня утром свобода подверглась нападению со стороны безликого труса, и свободу нужно защищать. После терактов 11 сентября США начали военную операцию в Афганистане против Аль-Каиды, а в 2003 году вторглись в Ирак, заявив о наличии у режима Саддама Хусейна оружия массового поражения. Позднее эти данные не подтвердились, а война в Ираке стала одной из самых обсуждаемых и критикуемых страниц американской внешней политики. Второй срок Буша сопровождался последствиями урагана Катрина, ростом потерь в Ираке и мировым финансовым кризисом 2008 года. Именно его администрация запустила масштабную программу спасения банковской системы, которую впоследствии продолжил Барак Обама. После ухода из Белого дома в 2009 году Буш практически отошел от активной политики. Он занимается поддержкой ветеранов, благотворительными проектами и живописью. Его серия портретов ветеранов войн, мировых лидеров и иммигрантов получила широкое признание в американских музеях. Американские СМИ отмечают, что отношение к Бушу за последние годы заметно изменилось. И если сразу после окончания его президентства рейтинги были одними из самых низких в современной истории США, то сегодня многие американцы оценивают его значительно мягче, прежде всего за готовность соблюдать демократические традиции, мирную передачу власти и отказ возвращаться в активную партийную борьбу после ухода с поста президента. При этом война в Ираке и последствия решения о вторжении по-прежнему остаются главным предметом критики его наследия. Бензиновый кризис в России продолжает набирать обороты. Очереди на автозаправках теперь стали обычным явлением не только в южных регионах, но и в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Водители сообщают, что на заправку приходится тратить по 2-3 часа, а часть АЗС временно прекращает продажу отдельных марок топлива или полностью закрывается из-за отсутствия бензина. Особенно сложная ситуация у таксистов, дальнобойщиков и курьеров, которые теряют рабочее время в очередях. На фоне аномальной жары в Москве водители жалуются на конфликты у колонок и случаи, когда людям становится плохо прямо во время ожидания. Час уже стою. Час в очереди стоял, и час еще буду стоять, пока откроется. Я работаю в такси, я до обеда работаю, а с обеда стою на заправках. По 2 часа в Люберцах, не в Люберцах, в Балашихе. Два дня назад я 2 часа в очереди отстоял, вот так тоже доехал. Они закрылись и сказали, технический перерыв, еще 2 часа. Все. А люди стоят в километровую очередь. Но они сдерживают, хотят этим показать, что бензин есть. Но его нету. Если они сейчас будут продавать в том же режиме, как и продавали раньше, то через час все заправки будут пустые. Меньше ездить не стал, слава богу, я езжу на мотоцикле, поэтому мне много топлива не нужно. А машину, да, поставил в гараж, стоит в гараже, и ее не трогаю. Много паникеров, которые, как только у них там 10 литров закончилось, они сразу едут заправляться. Из-за этого очередь, из-за этого большая нагрузка на заправке. Все. В связи с тем, что я работаю водителем и на маленькой машине, и на большой на грузовой машине, тяжело сейчас с этим. То есть топливо сильно подорожало, заправиться проблематично, поэтому, конечно, тяжело сейчас с этим. Большая проблема не в том, что заправиться негде или еще какая-то такая ситуация, а что люди очень злые, очереди, заправиться тяжело, плюс жара давит, у многих кондиционер не работает. Ну, людям бывает даже плохо становится в очередях на заправке, я лично присутствовал при этом моменте, когда девушке стало плохо. Сколько это продлится, никто не знает, поэтому ситуация тяжелая, но надо с пониманием относиться. По качеству пока я не особо не замечал. Ну, вчера у меня было немножко побольше, затрата была больше вчера. Я вроде бы заправился достаточно, но и не хватило на работу, так сказать. Может быть, качество не так. Кризис стал следствием серии ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, нефтебазам и объектам топливной логистики. Только с начала июня атакам подверглись десятки объектов в Москве, Ярославской области, Краснодарском крае,
Ростовской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Нижегородской и других областях. Сегодня ночью и рано утром украинские дальнобойные беспилотники нанесли удары по нефтяной инфраструктуре в районе Санкт-Петербурга и военным объектам в Кронштадте. Российские власти подтвердили масштабную атаку беспилотников на Ленинградскую область и работу ПВО, а независимые источники сообщили о пожаре на одном из крупнейших нефтяных терминалов Балтики. По данным украинской стороны, поражены объекты, обеспечивающие экспорт нефтепродуктов и работу российской военной инфраструктуры. Расстояние до целей превышает 850 километров от украинской границы. В данный момент пустой бак. Машина начинает глохнуть. Я не знаю, до колонки доеду или нет. При учете того, что, как его называют, в канистры не продают, видимо, мне придется машину оставлять прямо здесь. Я стою уже 1,5 часа. Ситуация не очень, потому что отпускают по одной машине, и это очень сильно напрягает. Дети сходят в машине с ума, благо есть мультики, которые могут спасти. Вот. Ощутили, что магазин стал меньше, да? Ощутили, да. И негативно сказывается. Стоять в пробках после работы не такое все удовольствие. По 2 часа стоишь в пробках, после работы все замотанные. А потом через пару дней опять стоять придется, потому что бензин закончится. Мы ощутили отсутствие бензина, приходится стоять в пробках. Я по время стою уже 1:20. Последний раз я заправлялась дня 4 назад и тоже стояла в пробке минут 30 тогда. Там был «Газпром», нефть, по-моему, так. «Газпромы» уже все пустые. На «Роснефти», я так понимаю, только 100-й остался. В общем, мы чувствуем, что поджимает ситуация на самом деле. Российские власти признают перебои с поставками топлива. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ситуацию рассмотрят на ближайшем заседании Центробанка. А Владимир Путин ранее сообщил, что проблему пытается решить специальная правительственная комиссия. Пока же ограничения на продажу топлива сохраняются, а эксперты не исключают дальнейшего ухудшения ситуации в разгар летнего сезона отпусков и уборочной кампании, которую в некоторых регионах уже отложили минимум на неделю. Россия заявила о взятии города Константиновка в Донецкой области. С соответствующим докладом начальник Генштаба Валерий Герасимов накануне выступил перед Владимиром Путиным, назвав город ключевым рубежом украинской обороны на Донбассе. Ведутся уличные бои под Лимань. Завершается освобождение города Красный Лиман, важного административного центра и крупного железнодорожного узла, имеющего ключевое логистическое и оперативное значение для дальнейшего развития наступления на данном направлении. Южная группировка войск ведет наступательные действия по освобождению Донецкой Народной Республики. Войсками группировки освобожден город Константиновка, один из основных узлов обороны противника в границах Славянско-Краматорско-Константиновского укрепрайона. Однако уже сегодня Украина официально опровергла эти заявления. Президент Владимир Зеленский назвал их очередной российской ложью, а Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские подразделения продолжают удерживать оборону в городе и на его поступах. По данным украинского командования, российские диверсионные группы периодически проникают в отдельные районы Константиновки, однако полного контроля над городом российские войска не имеют, а бои продолжаются. Накануне Дня независимости Америки Путин решил солгать миру и президенту Америки относительно ситуации на фронте, заявляет о якобы захвате россиянами Константиновки на Донбассе. Конечно, это неправда. Это просто очередная российская ложь, чтобы запустить хоть какую-то новость. Если Константиновка сейчас находится под контролем России, то, наверное, у Путина не станет проблемой встретиться со мной там и найти дипломатические решения, чтобы, наконец, закончить войну. Но все же линию фронта он не перейдет. Правда, очень отличается от слов Путина. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал, что решение уйти в отставку стало для него одним из самых тяжелых в жизни. В интервью BBC он рассказал, что долго взвешивал, что будет лучше для него самого, для страны и для правительства, а окончательное решение принял вместе с семьей. При этом Стармер отверг критику в адрес своей внешнеполитической активности, заявив, что внутреннюю и международную политику невозможно разделить. Когда мы пришли к власти, экономика была разрушена. Это были последствия Ли Страс. И мы смогли развернуть ситуацию и стабилизировать экономику до такой степени, что сейчас мы самая быстро растущая экономика в G7. Мы смогли сохранить стабильность даже в период конфликта, во время войны с Ираном, и стали лидером в сфере искусственного интеллекта и так далее. Если посмотреть на наши государственные службы, особенно на Национальную службу здравоохранения, то 2 года назад, когда мы пришли, они были на коленях. Сейчас мы подняли их, вложили средства в государственные службы и за последние недели увидели самое большое сокращение очередей в НХС за 17 лет.
Ну, я не думаю, что новый премьер-министр будет так считать, потому что часто идет такая дискуссия. Какой правильный баланс между международными делами и внутренними делами? Это одно и то же. И поэтому я горжусь тем, что когда другие страны смотрели на ту группу государств, которая нужна для работы над этими вопросами, они обращали взгляд на Великобританию, Францию и Германию, особенно по Украине, по коалиции желающих. И они снова смотрели на Францию и Великобританию, когда речь шла о работе, которую необходимо провести по гарантиям безопасности в Ормузском проливе. Я горжусь тем, что Великобританию теперь воспринимают как лидера, как страну, к которой другие обращаются и с которой хотят взаимодействовать. Это было тяжело. Я не собираюсь притворяться, что было иначе. Действительно очень тяжело, когда я пытался понять, что будет лучшим решением для меня, для страны, для правительства. Такие обсуждения неизбежно начинаются со множества разговоров. С коллегами, с парламентскими коллегами, с командой здесь, с моими ближайшими советниками, с профсоюзами, со многими людьми. Но для меня, и, возможно, у других людей это иначе, в итоге это стало глубоко личным решением. Именно поэтому окончательное решение было принято тогда, когда мы с Вик, моей женой Викторией Стармер, уехали с детьми. Мы поехали в Чекерс и просто провели 2 дня вместе как семья. Именно тогда я пришел к окончательному решению. И дело не в том, что на том этапе я не хотел больше ничьих советов. У меня уже было много разговоров. Но когда ты принимаешь решение уйти с должности премьер-министра, решение о том, что твоя политическая карьера закончена, это глубоко личный вопрос. По крайней мере, так было для меня. И я хотел принять это решение вместе с Вик. Так я и сделал. Я не хочу забегать вперед. Это большая работа, она очень важна, и мой способ справляться с такими вещами — не молчать. На Филиппинах решили возобновить рассмотрение дела об импичменте вице-президента Сары Дутерте. Сенат уже сформировал суд и направил ей официальную повестку. Сама Дутерте отвергает все обвинения, называя процесс политически мотивированным. Палата представителей обвиняет вице-президента в нецелевом использовании секретных фондов, необъяснимом происхождении части имущества и угрозах в адрес высших должностных лиц страны. Для отстранения от должности необходимо не менее 2/3 голосов сенаторов. 16 из 24. Если импичмент будет утвержден, Сара Дутерте не только лишится поста, но и потеряет право занимать государственные должности в будущем.